Ребята, я вас снова приветствую на канале Великий Манипулятор. Вы не ошиблись, вы действительно находитесь на этом канале. Да, как раньше я говорил, что я буду делать ребрендинг своего канала, также буду делать ребрендинг своих заставок, которые вы уже видите, что она новая. Также, ребята, я сделал небольшой ребрендинг своего рабочего стола, на котором мы сейчас с вами находимся. Напишите, пожалуйста, в комментарии, нравится ли он вам, либо же оставить старый. Для меня очень интересный данный вид, он меня больше привлекает, потому что уже надоели вот эти красные и зеленые свечи. Я хочу, чтобы было черное и белое, как обычно в мире есть и черное, и белое. Это, конечно же, шутка, но все же в комментариях, пожалуйста, напишите. Итак, вкратце, сегодня мы поговорим немножко о биткоине, немножко об IOTA, потому что очень многие меня спрашивают, куда я примерно жду IOTA в следующем бычьем сезоне, ребята. И некоторые новости, которые будут интересны, поэтому обязательно не забывайте, ребята, подписываться на мой канал и досмотрите это видео до конца. Итак, для начала по биткоину. Биткоин, естественно, нас на этих днях перед выходными немножко огорчил и оставил для нас вот такой печальный след на эти выходные. Как мы видим, биткоин пробил вот таких два уровня и пришел к третьему уровню. Это 20 700 долларов, ребята. По истории, ребята, он здесь уже приходил в данный уровень, отбился. Также он здесь возле этого уровня был. И вот здесь он также приходил в данный уровень. Как вы видите, он был также сопротивлением, но в основном он был хорошей поддержкой. То есть мы видим, что данный уровень очень хорошо себя отработал и биткоин от него отскочил. Что я жду в ближайшее время, ребята, по биткоину, ребята? Я думаю, что будет еще, возможно, такой ретест. Если посмотрим, ребята, с вами, мы находились с вами в восходящем коридоре, ребята. Не в восходящем тренде, а в восходящем коридоре. Это очень важная вещь, которую я вам также немножко объясню. Здесь мы видим, ребята, что мы немножко провалились и сейчас находимся снова в нем. Это может нас только порадовать, что мы снова вошли в такой восходящий коридор. То есть мы можем снова какое-то время дать рост вверх и снова можем ретестнуть какой-то из этих уровней, либо же можем сразу пойти выше. Но я думаю, что мы не скоро можем пойти вверх, потому что все ждут то, что скажет ФРС в конце сентября. Думаю, до этого момента все-таки мы можем дойти до уровня 26 тысяч, но нам нужно добраться снова до 25 тысяч долларов и его уже наконец-то пробить, потому что мы уже несколько раз там были, не смогли его пробить. Как я всегда говорю, чем чаще мы находимся возле какого-то уровня и он служит для нас сопротивлением, мы его обязательно пробьем и полетим вверх. Также, ребята, хотел обратить ваше внимание, чтобы вы не забывали, что это именно восходящий коридор. Это не может быть восходящим трендом ни в коем случае, потому что восходящий тренд, он должен быть подтвержден. Как он может быть подтвержден? Сейчас я вам, ребята, покажу одним простым примером. Также вот нарисую. То есть есть у нас вот здесь две вершины таких и вот такая линия сопротивления. Будем ее считать вот так. Пусть примерно у нас будет вот так. То есть пока мы, ребята, находимся в нисходящем тренде, потому что мы не пробили вот эту контртрендовую. Когда мы пробьем эту контртрендовую и, возможно, ее ретестнем, ребят, и пойдем вверх, только тогда мы можем сказать, что мы находимся в восходящем тренде. На данный момент, ребята, мы с вами находимся в нисходящем тренде, но в восходящем таком коридоре. Это может нас только порадовать. Никаких, ребята, плохих новостей по биткоину нету. А обнадеживающие, ребята, новости как раз есть, о которых я вам расскажу немножко попозже. Давайте обратимся теперь на график IOTA. Итак, ребята, вот график IOTA. Давайте посмотрим поближе, где мы сейчас находимся и что мы здесь можем с вами увидеть. Итак, если мы лучше рассмотрим, можем поставить вот такую линию. Это линия поддержки, куда здесь приходила IOTA с квизом вот так. И практически второй раз также сюда долетала. И посмотрим по истории, что это была за линия. Итак, давайте вместе рассмотрим, немножко уменьшим. Итак, что мы можем здесь увидеть? Что эта линия, как вы видите, была определенной поддержкой в некоторых местах для данного токена. Здесь была поддержка, здесь была поддержка, здесь была поддержка. Также здесь она также была поддержка. То есть можем считать, что это довольно хороший уровень для IOTA в 22 цента, что это будет хорошая для нее поддержка. Куда я жду IOTA в следующем бычьем, ребята, забеге? Вопрос довольно сложный, но я постараюсь на него ответить. Очень просто и очень понятно. Ребята, я очень слежу за данным проектом, слежу как в Твиттере, так и на их официальном сайте. Могу сказать, что они работают над очень громадным проектом, ребята. Они работают, во-первых, в проекте интернет вещей, работают в проектах умный дом,
умный город, также в автомобилестроении они участвуют, то есть занимают очень такую широкую нишу. Также, ребята, что немаловажно, на этом медвежьем рынке, ребята, когда все компании сокращали своих сотрудников, IOTA же наоборот набирала хороших специалистов, хороших сотрудников, открыли свой офис, если я не ошибаюсь, в Швейцарии также. Также там, ребята, они набирали сотрудников и имели еще одну штаб-такую квартиру, в которой также там идет разработка их проектов. Также у них сейчас идет тестовая сеть Shimmer, которая тестируется, и надеюсь, что в скором будущем она запустится. Что это указывает? Это указывает только на то, что они нацелены на очень хороший и глобальный результат, потому что вот здесь, когда мы сильно вот здесь, ребята, падали и ходили вот так, непонятно, ребята, в IOTA была очень большая проблема. У них что-то было, проблемы там с сетью, и поэтому мы не смогли перебить all-time high, который здесь был, ребята, на уровне 5,5, по-моему, долларов, если я не ошибаюсь, потому что здесь немножко неправильно. Уровень там был, по-моему, 5,5, по-моему, либо 5,7 долларов за монету, ребята. Поэтому, несмотря даже на это, что у них были проблемы, токен довольно неплохо вырос. Если смотреть от низа, будем брать по телу свечи, не по тени свечи, а по телу. И так можем посмотреть. Она дала, ребята, практически 2300%. Давайте посмотрим даже о данном уровне, если это будет 2300%, ребят. Это и есть перебитие all-time high данной монеты, ребята. Куда именно я жду данную монету? Я с большей частью уверен, что мы перебьем вот этот хай, который был в 2021 году на уровне 2 доллара 70 центов примерно. Я думаю, что мы с легкостью его пробьем только в одном случае, если у них тестовая сеть Shimmer, а также сеть Assembly до этого момента, именно в разгар бычьего рынка, уже будут работать и у них не будет проблем. Если у них же все пойдет по маслу, ребята, вот этот хай, который в 5 долларов 50 центов, мы с легкостью, ребята, его пробьем. А и как вы знаете, если пробивается хай, дальше монета может расти очень-очень далеко. С вами, ребята, я также поделюсь, что некоторые аналитики считают IOTA, что к 2025 году данный токен по цене, ребята, может стоить около 38 долларов. Это довольно очень существенная, ребята, заявочка. 38 долларов я, конечно же, не жду, но все может произойти. Это криптовалютный рынок, ребята, здесь происходят такие чудеса, что вы себе представить не можете, особенно те, кто новенький. Посмотрите даже вот здесь какой был импульс у IOTA. Вот здесь небольшой импульс, это было все на медвежьем рынке. Если просто брать по телу свечи, даже посмотрите, импульс такой, оп, на 300 с чем-то процентов. Так же самое вот здесь, смотрите, за буквально недельку, раз, и здесь импульс также на 300 с чем-то процентов. То есть мы можем в любой момент развернуться и на 300% за неделю дать по данному токену. Больше чем уверен, ребята, что она пробьет свой вот этот хай, который был в 2021 году 2 доллара 50 центов. И думаю, что пробьет свой all-time high и перебьет его, и полетим намного выше, ребята. Это мой прогноз, потому что я вижу, над чем работает IOTA и что они замышляют. Теперь, ребята, давайте посмотрим на две очень интересные и важные новости, которые были сегодня. Первая новость, это, ребята, по Тезеру. Тезер сократил активы в ценных бумагах и увеличил объемы фиатных валют. Что это означает? Компания Тезер сообщила, что во втором квартале сократила свои активы в ценных бумагах более чем на 58%. Это с 20 миллиардов долларов до 8,5 миллиардов долларов. При этом увеличили объем наличных и банковских депозитов на 32%. Что же их руководитель говорит? Мы полностью привержены сохранению нашей роли ведущей стабильной монеты на рынке. Полезность Тезер по-прежнему поддерживается прозрачностью его резервов и является ведущим источником стабильности, позволяя нам создавать инструмент для глобальной экономики, отметил технический директор компании Паоло Ардеино. Напомним, что недавно Тезер объявил о сотрудничестве с фирмой BDO Italia, входящей в ассоциацию бухгалтерских фирм, для проведения ежемесячной аттестации и аудита финансовой отчетности, ребята. Это хорошая и позитивная новость для Тезера, ребята, потому что вы, ребята, слышали, что у них постоянно были какие-то проблемы, что вроде бы их Тезер не подкреплен именно наличными средствами. Здесь мы видим, что они сокращают свои резервы именно в ценных бумагах и переводят это все в наличные банковские депозиты. Потому что вы знаете, ребята, что в последнее время очень многие стейблкоины начинают отвязываться от доллара и просто дешевеют. Тот же самый, который был при Луне, и еще очень много. Поэтому
Надеюсь, что все будет хорошо у Тезера, и мы будем иметь хороших два стейблкоина USDT и USDC. И вторая очень важная новость, ребята. Аналитик констатировал завершение фазы капитуляции биткоин-майнеров. Основатель Чарльз Эдвардс на основе данных индикатора лента сложности пришел к выводу, что период капитуляции биткоин-майнеров пройден. Это, по его словам, отличный сигнал, ребята, к покупке. По его наблюдениям, последняя фаза капитуляции, третья по продолжительности в истории 71 день. Она дольше, чем в 2021 году, но на 2 дня короче показателя в 2018 году. Вот такой он предоставил график, ребят, давайте его посмотрим. Итак, здесь мы видим две вот таких линии. Есть зеленая, ребята, и коричневая. Здесь происходит на данном индикаторе уже именно покупка, ребята. Данный индикатор, как вы видите, даже на этом падении уже сигнализировал, что нужно покупать, поэтому данная новость довольно очень хорошая для биткоина, что даже на таком падении, ребята, мы выбили очень много, ребята, лонгистов, а теперь нужно выбить всех шортистов и полететь в космос, ребята. Исторически так сложилось, что капитуляции биткоин-майнеров фиксировали основные ценовые минимумы и служили отличными сигналами к покупке, отметил, ребята, Эдвардс. Поэтому, ребят, так же самое, как и Эдвардс, я считаю, что мы уже скоро пойдем вверх и пробивать уровень 25 тысяч и лететь с вами на 28 тысяч долларов. На этой хорошей и прекрасной ноте, ребята, я с вами прощаюсь. С вами, как всегда, был Серж на канале Великий Манипулятор. Не забывайте обязательно подписываться на мой канал. Всем хорошего вечера и всем, ребята, пока!